В итоге я с сервисов выехал, вот они ворота. Вот они. Я выехал с этих сервисов. Здесь в Эрдемле очень много сервисов в одном месте. Не знаю, там десятки. Я как-то показывал уже их. Вот опять еще один въезд проехал туда же. Несколько десятков, мне кажется, даже сотни этих автосервисов разного плана. Я вот сейчас проезжаю по улочке, по которой большинство наших соседей, наверное, не ходили и не ездили, потому что сюда автобус обычно не идет. Это дальняя улица. Она типа как предназначена для грузовых машин. Некоторые грузовики сюда специально уезжают. Эта дорога объездная получается. Она объезжает центральную часть города. Здесь по ней единственное, что можно приехать в Хастане, в больницу. Или же в... Как он называется? Там, где оформляется недвижимость. В общем, турреестр, короче. Не Росреестр, а турреестр. Вот по этой улице можно проехать и попасть. А можно проехать через центр, как всегда. Это получается окраина. Здесь уже не так заселено, не так много людей, не так много машин. Здесь можно достаточно быстро ехать. Я еду не спеша, потому что показываю вам, что вижу, так говорится. Что вижу, то и пою. Где-то здесь еще был А101, которым мы купили наш велосипед красненький. И который сразу у нас сломался. Вот. Здесь подъезжаем к Астане, но еще не совсем близко. Там некоторое расстояние проехать. Мне тоже интересно, куда эта дорога после Хастане идет. Поэтому я поеду дальше чуть-чуть, посмотрю. Здесь вот немножко какие-то появляются бизнес-объекты по правой стороне. Car Hospital по правой стороне. Больница для машин. Но тоже закрыто, кстати. Сегодня воскресенье, кстати. В Турции по воскресеньям большинство бизнеса отдыхает. Поэтому машину лучше чините в другие дни, помимо воскресенья. Так что такая вот история. Тут вообще вот по правой стороне вообще просто поля. Они даже ничем не засажены, мне кажется. Визуально так смотрится. Ну, так вот. Не знаю, интересно вам, не интересно. Я знаю, что просто большинство людей здесь ни разу не было, вот из моих соседей. У кого нет машины, сюда никогда не поедет. Ну, потому что здесь ничего такого нету, что стоило бы посмотреть. Ну, больница, не думаю, чтобы вам прямо на каждый день требовалось, каждую поездку в Эрдемле. Я проехал еще немного, проехал мимо больницы. Хотел снять, но что-то у меня этот телефон завис. Не снял ее. Прям за ней сразу, там, где оформляется недвижимость, она прям следующие улицы параллельные. Вот. А сейчас я покажу вас там слева. У меня огромное количество теплиц. Не знаю, сейчас попадут они в кадр все или нет. Вон они в той стороне. Я, получается, объехал Эрдемле поверху. Сейчас я еду опять к трассе. Я сам вот здесь ни разу не был. Тут, в принципе, вообще делать мне, ну, по большому счету, нечего. Тут какие-то фирмы, типа стройматериалами они занимаются, скорее всего, ну, вот по внешнему виду. И эта дорога меня в итоге вывела на трассу, вот на поворот, который, ну, на то место, которое ведет в самое начало парка набережного. Я как-то гулял здесь возле него, уже показывал его. Кстати, вот здесь написано Анадолу Лисеси Артауклу. Средняя школа, Анадолийский лицей. Финал называется.
А я сейчас специально проеду прямо, вам немножко покажу музей, хотел сказать, этот парк. Но я далеко в него-то заехать, понятное дело, не смогу. Я просто мимо него сейчас... там слева полиция, сейчас будут опять махать, снимать их нельзя. Ну вот тут у них въезд, влет туда, в этот парк. Редкий случай, мы по-светлому вышли из дома покататься на великах. От детей уже след простыл, вон там, они уже к морю уехали. Сосед тут едет на велике. Ну, он сейчас приехал, здесь снял, покупает квартиру. А мы сейчас идем на море, покажем, что здесь у нас на пляже. Ох, сегодня хорошо, как море-то волнуется. Вы посмотрите, как, как вода далеко доходит. Прям уже вот... У нас здесь еще крайние шезлонги стоят летом обычно. Офигенно сегодня море. Шумит прям. Такой морской запах. Ну, не знаю, может, кто рыбу не любит, рыбный запах, скажет, невкусно, но мне нравится. Гляньте, какие волны там прям. О, и здесь тоже прям шикарно. Шикардос. В Эрдемле был, девчонки близко подошли и не успели убежать от волны. Волна им намочила обувь и брюки тоже. А когда идешь в сухих ботинках, не прилипает к ногам песок, а когда идешь в мокрых, они вышли как свинки все грязные в этом песке, им не позавидуешь. Как далеко вода доходит. Сейчас предложил ребятам прокатнуться подальше. Сейчас они там поговорят между собой. Договорятся, если то поедем. Вот такая сегодня у нас погода. Вот такая у нас сегодня погода. Не каждый день у нас солнышко. Сегодня пошел, вернее, вчера вечером пошел дождь, и сегодня вот поливает. Ну вот, проверяем, крыши не текут. Вижу, что под беседками сухо. Я сейчас еду в сервис машину показать. Возможно, что какие-то пути решения они сейчас озвучат. Ну или оставлю на тест там, и так далее. Вернусь обратно. Я поехал. Оля дома, дети в школе. Сегодня дождливо. Вот горы в тучах, в облаках таких мощных. В той стороне моря его даже не видно, я даже как не приглядывайся. Здесь по мосту я поворачиваюсь, красиво эти корабли видно. А так вот тут, ну вот видите, такая пасмурная сегодня погода, ливень поливает целый день. Даже со вчерашней ночи как начал, так и льет, и льет, льет, льет. Возвращаюсь обратно уже. Такие интересные виды, смотрите, на горы. Все как будто в дыму, только это не дым, это пар, или как это сказать, облака, сидящие вот там на горе. Ремонт у меня сегодня вышел, как сказать, бесплатный, если не считать того бензина, который я потратил туда и обратно, то тоже денег стоит. Вот. Не знаю, сейчас проедут эту решетку опять, не знаю, что тут снимают. Для сегодня что там опять нашли они, что свеча одна была в очень плохом состоянии. Ее, то есть свечу поменяли, и машина стала работать ровно. Единственное, бывает, очень редко бывают, стали пробои прям очень редкие, но были частые. Сейчас редкие, и лампочка вот не загорается. Check-engine. Вот. Предположили, что дело в свечных проводах. Не знаю, короче, сегодня этим закончился ремонт. Пробои, надо смотреть, во сколько, так сказать, чем это будет продолжаться, эти пробои.
Я сейчас обратно на трассу выезжаю. Платную, но здесь она идет еще бесплатный кусок. И еду домой. Даже поворот не выключу. Вот такие сегодня горы у нас вокруг. А я покажу вам, что показывает город. Сегодня очень дождливый такой день, с самого утра шел дождь. Дети успели пробежать до дождя, я их отвез, и в школе они дошли, не промокли. А я когда выезжал, уже прямо этот серьезно дождик разошелся, и он меня поливал и в ту сторону. И пока там был, я стоял, зонтик держал, чтобы мастера места не было в гараже. Он перед гаражом его свечу это менял. И чтобы его не залило сильно в спину, я ему зонтик держал над головой, так скажем, над спиной. Я вот там согнувшись свечи менял. В общем, такая вот у нас сегодня прогулка-поездка. Посмотрим, как машина будет дальше себя вести. Очень хотелось бы, чтобы она уже нормально наладила свою работу. Тьфу-тьфу-тьфу. Скажем так. Как говорится, мы уже современные, адекватные люди, но через плечо поплевать не забываем. Дай бог, чтобы, как говорится, это все вопросы, чтобы это все проблемы решало. Я еду домой. Не знаю, что сегодня у нас, как всегда, рабочий день. Мы работаем изо дня в день. Народ пишет, у вас типа там повторяется. Ну, реально повторяется. У нас есть работа основная с рецептами, на которую мы тратим достаточно большое время. Оля это все снимает. У нас сейчас стол такой еще рабочий, очень широкий. Она через него тянется на после, так сказать, завершения работы. У нее сил не остается просто стоять, так согнувшись и вытягивая руки вперед. А я потом сижу это все монтирую на мукбанг канал, на кулинарный канал, на канал с этими видео, то, что вы сейчас смотрите. Это монтирует Оля на телефоне на своем. Так что у нас работа в этом и состоит. Кто-то ходит на завод, кто-то ходит там, в магазин работать. Мы работаем вот таким образом. И у нас это изо дня в день занимает очень много времени. Так что у нас для нас, например, это свободное время выйти, пойти с детьми прогуляться на велосипедах или там просто погулять. Или по магазину походить, потоптаться, так сказать, своими ногами. Для нас это свободное время. Для кого-то, понимаю, что это обыденность, это работа, ходить по магазинам. Возвращаясь с работы, надо зайти что-то купить и так далее. Ну, у нас мы покупаем еще в магазине много продуктов для съемок, поэтому у меня всегда в списке какие-нибудь бывают такие продукты, которые не так просто иногда приобрести, но, слава богу, находятся. Так что такая вот история с географией. Сильно по каким-то заповедным местам, по интересным, которые нам бы очень хотелось посетить, к сожалению, не получается посещать. Но мы надеемся, что со временем все это наладится и сможем. Эта машина стоит здесь. С левой стороны, с правой стороны. Уехала туда, в кювет машина. Вы не видели? Машина улетела в кювет. Как изловчился. Вот в этот, в левый кювет. Не в правый, а в левый. Машина опять вот что-то подернулась 2 раза. Эта ошибка не выскакивает на панели приборов. Панели приборов, да. Ладно. Будем надеяться, что какие-то ошибки, так сказать, наработают, она будет показывать. В таком случае, пока что вот ошибок она никаких не показывает.
У нас у соседа есть прибор хороший. Мы его периодически просим проверить нашу машину. То есть чем они здесь... Они, кстати, ребята честно сказали, что это твой двигатель, у нас нету, как это называется, приложения твоей машины. Поедем к нашим, там, так сказать, партнерам, назовем это так, в частный гараж, короче. Мы поехали, у него был прибор, он смог адекватно проверить двигатель, чек этот проверить, сбросить. Кстати, после того, как сбросил, она стала ровнее работать. Так что будем надеяться, что какая-то мелкая проблема сейчас у нас устранилась или почти устранилась. Какие сегодня облачка, а? Шурует у нас. Я еду, могу проехать, конечно, через сам Мерсин. Я думал, что, возможно, придется машину оставлять и вообще пешком уезжать. Но обошлось все только тем, что вот ремонт этот провели, и я сейчас 12:42 еду обратно. Я в 8, около 9 я выехал из дома, и вот сейчас 12:42 я уже возвращаюсь домой. После часа я буду дома. Я уже даже сейчас перестал в этот сервис, куда езжу, перестал навигатор включать, потому что уже наизусть знаю, где надо заворачивать. Там, в принципе, и просто так достаточно простой маршрут. Кстати, теплицы, вот видели, сколько теплиц? Мы, кстати, вчера в Селевки ездили, там очень много теплиц было маленького размера. Здесь большие, а там маленького размера теплицы. Не знаю, что они выращивают. Возможно, клубнику. Мы же в Селевке заказывали клубнику, ящик, который нам привезли для Олега. Дети кушают активно. Вчера меня угостили одной клубничкой. Вкусная, сладкая какая. Прям позавидуешь им. Я где-то вычитал, что сейчас в Египте начался сезон клубники. Сейчас, она пошла, так сказать. Я думаю, что и здесь что-то подобное будет. Единственное, вот, конечно, в такие дни она сильно не пойдет. Ей все-таки солнышко нужно было бы. Но будем надеяться. Вчера был обалденный день. Вчера было плюс 20, жарко. Я ходил в куртке, я ее снимал и в руках носил. И было очень жарко. Вот. Но сейчас погода поменялась. Даже вчера вечером погода поменялась. Мы пошли гулять. Этот дождик еще вчера вот начал начинаться. И сегодня тут уже он как следует полил нас. Ну, иногда надо, так сказать, хоть что-то такого, чтобы происходило. Ладно, будьте здоровы, чтобы у вас ничего не ломалось. Счастливо. Еще увидимся. Кстати, здесь закончили ремонтировать левую сторону дороги на Мерсин, так сказать, от нас. Закончили. Теперь закрыли встречную полосу. Теперь сейчас та полоса закрыта. И все стали по этой левой стороне ездить, а там, значит, они будут теперь ломать, строить, городить. Тут они занимались месяца 2, да, думаю, что где-то так же, да, уйдет у них и на ту сторону. Так что опять теперь, наверное, как он, вот он, Мигрос. Кому надо, теперь хрен попадешь. Только на велике. Это вот Мигрос, который на повороте вот здесь стоит. Мой Мигрос. Здесь на парковке у него этот Бургер Кинг стоял все лето. Сейчас его куда-то увезли. Вот сторона, это все отремонтированная, красивая. Новая разметочка. Мне осталось немного, уже я почти приехал домой. Домой приехал, а здесь солнышко разыгралось уже. Уже светло, хорошо на улице. Немножко подсыхать начинает под ногами. Что-то сделали, а вот эти плиточки бросили. Что-то не собрались выкинуть их. Будем надеяться, что скоро хоть и дойдет, и до них. Вот такая вот беседка. У нас тут слеплена. Это старая. Теперь держись. Домино турецкое. Идут теплые деньки. И начнется тут трек до утра. Ладно, пойду домой. Радую очень.
Да, кот?